привет! Вы на канале Саша Мамаша. И сегодня я расскажу и покажу вам, как сшить самостоятельно вот такие гирлянды, которые можно использовать для декорирования, для фотозон и для любых других ваших задумок. И если вам это интересно, оставайтесь на канале и смотрите видео дальше. Изготавливать такую гирлянду мы будем с помощью швейной машины и вот таких металлизированных конфетти. Они продаются наборами, бывают разных размеров, разных форм, бывают сердца, кружочки, звездочки. У меня вот такие звездочки с указанным диаметром на упаковке 2,5 сантиметра в золотом цвете. И далее все просто. Мы настраиваем швейную машину. Длину стежка берем 4, натяжение нити тоже 4. Здесь у нас концы нитей. Мы должны опустить лапку и прострочить немножко, чтобы у нас образовалась цепочка. Итак, прострачиваем. Длину этого кончика определяете сами, но он делается для того, чтобы гирлянду можно было где-то завязать, закрепить, в зависимости от того, как вы будете ее использовать. И после этого подкладываем просто под лапку по очереди наши конфетти. Я буду ориентироваться на вот этот край машины, чтобы расстояние между моими звездочками было одинаковым. Когда я пришиваю звездочку, я буду тянуть цепочку назад, а потом проверять вот по этому краю, чтобы гирлянда получилась аккуратной. Но расстояние может быть как раз и не одинаковым, может быть немножко отличаться, в зависимости от того, что вам нужно получить. Можно использовать несколько видов конфетти или форм бумажных, картонных. И вот так пришиваем. Вот такие получаются у нас звездочки, которые попались на нашу ниточку. Думаю, что гирлянды подобного вида вы видели неоднократно в готовом виде. Но когда вы не можете найти в готовом виде то, что вам непосредственно нужно, или это нужно ждать доставку, а вы торопитесь, разные могут быть причины, то легко и просто можно изготовить такие гирлянды самостоятельно. Вы видите, как все просто выглядит, и я вам скажу, что это действительно так и есть. Это очень просто и легко. И огромный фронт такой для развития фантазии, что тут можно сделать. И, кстати, такую гирлянду вы можете изготовить необходимой вам длины, хоть сколько у вас хватит катушки. И вот так я буду дальше продолжать настрачивать, нанизывать свои звездочки. Я шила эти гирлянды для вот такой фотозоны. Вы видите, как они смотрятся, как они блестят, поблескивают. Очень нежно и красиво. Если вам интересно, как сделана сама эта фотозона, пишите в комментариях, я обязательно сниму об этом более подробное видео. Делается она достаточно просто, зато выглядит очень эффектно. Надеюсь, сегодняшнее мое видео вам понравилось и было полезным. Если это действительно так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте вопросы в комментариях. А на сегодня все. Вы были на канале Саша Мамаша. Всем пока!